Здорово, неустановленные. Сегодня у нас очень такой потужно-кольцевой, немножко золоченый даже трип, чтобы увидеть, что со мной вообще произошло, как мы прошли этот путь и что с нами случилось. Смотрите дальше, а мы начинаем Калязина. Золотое кольцо, в привычном понимании людей, это какие-то исторические русские города где-то вокруг Москвы. Но туристический маршрут, созданный в советское время и названный таковым, состоит лишь из меньшей части. Это всего 8 городов на северо-востоке от Москвы, что в разы меньше реального Золотого кольца России, в состав которого входит целых 19 городов и расположенных на одноименной автодороге. Именно с этой целью я и хочу начать это видео, посмотреть самому и показать вам автодорогу длиной 1500 километров, названной Золотым кольцом, являющейся, кстати, самой длинной кольцевой дорогой в России. Хоть нулевой километр дороги и находится в Ярославле, начнем мы с милого городка Калязин, который наконец-то начал заниматься развитием туризма. Компанию мне составит Саша, уже знакомая вам по поездке в Воркуту, за что ей отдельное спасибо. А вот это вы увидите, если приедете в город на поезде. Просто изумительно. И вокзал хороший, да. Но его тут нет. Маленький город, не имеющий железнодорожного вокзала, располагающийся на берегу водохранилища, от которого выстрадал как полагается. На данный момент имеет всего 12 тысяч населения, собственно, как и в 1960 году. Исторической застройки в городе осталось с гулькин нос, так как вода поглотила основную старую часть города, о чем здесь недурственно намекает недавно установленный памятник. Вы должны понимать, что наполнение водохранилища произошло не за одну ночь, и не надо это представлять как библейскую трагедию. Да, расставаться жителям со своим домом таким образом, наверное, не самое приятное занятие. Но людей выселяли, а затопление происходило несколько лет. Хоть часть города и была предварительно разрушена, колокольню решили оставить в качестве маяка. Потом там насыпали и специальный остров, а сейчас она служит как необычная достопримечательность. Хоть Угличское водохранилище и большое, но по сравнению с эпичнейшим Рыбинским не идет ни в какое сравнение. Такие огромные размеры обусловлены Малого-Шекснинской низменностью, затопив которую получилось практически небольшое море, видное из космоса. Вот оно самое-то и поглотило своей мощью город Малога полностью, существенную часть Весьегонска и более 600 деревень. Так что можно считать, что Калязину еще относительно повезло, а если вы хотите более подробный и основательный ролик про эти места и эту историю, обязательно напишите в комментариях, может быть получится что-то снять про вот это вот все. Короче, в жизни так иногда бывает, что приезжаешь постримить в какие-нибудь различные города, например, как сейчас, в Углич. А здесь еще бывает вот такой вот гирос, гиро-бар. Вот сейчас заценим, что они там промышляют, чем, что готовят. Ну и если не умрем и не обосремся, то, видимо, сегодня постримим и чутка даже город посмотрим. Уже есть первый плюс в этой забегаловке, что они там готовят сувлаки, а я нигде не видел сувлаки, кроме как в Абхазии. И второе, то, что когда заказ готов, там РЖДшевское объявление. Ваш гирос ждет вас на первом пути. Вот так вот выглядит все это великолепие. Не считая лепешки, все очень даже хорошо. Если лепешку чуть получше, помягче сделать, то прям очень близко будет к туапсинской. За упаковку лайк, ну, цены тоже адекватные. Вот так вот, если что, она выглядит. Так что добро пожаловать в Углич. Я хуй знает, ради чего сюда еще можно ехать. Как минимум за гиросом можно. Ну, собственно, как-то вот так вот выглядит самый центр Углича. То есть здесь какие-то старые торговые ряды, главная площадь, и вон там вот где-то должен быть Кремль. Не знаю, получится сейчас туда пройти или нет, но попробуем. С уверенностью можно заметить, что Угличу явно не хватает подсветки. Хотя, казалось бы, блядь, я шутил, когда мы сюда ехали, что по-любому там не будет подсветки, потому что ГЭС как бы зачем? Она энергию производит, но подсвечивать-то из-за этого не обязательно. Причем подсвечены, ну, типа просто парки, леса, вот обычными фонарями. Сами здания нет. Угличское водохранилище, созданное в 1939 году в связи с постройкой гидроэлектростанции в самом Угличе, ставшее виновником затопления Калязина из-за повышения уровня воды в Волге, подарило нам не только эпичнейший вид на колокольню, но и очень широкое русло реки для всякого. Сама ГЭС была пущена в 1940 году,
и питала Москву энергией во время войны. Входит в состав Волжско-Камского каскада, а сами здания станции являются объектом культурного наследия. У нас же прогулка по Угличу, помимо вкусного гироса, заключалась и в осмотре Кремля, благо хоть немного, но он все-таки подсвечивался. Сам город не оставил каких-то ярких впечатлений. Если вам так же, как и нам, зимой нечего делать, и вы захотите исполнить нечто подобное, то заехать посмотреть вполне годится. Так моргнешь одним глазом, и ты уже в Ярославле. Тут продолжается испепеляющее, ослепляющее солнце. Мы идем в какую-то хуйню. Да, вот такой вот заброшенный, недействующий уже, наверное, не использующийся ЖД-мост. Получается, от Ярославля главного куда-то на другой берег Которосли. Или Которосли. В промзону. Бывав и проезжая мимо множество раз, Ярославль так и не сформировал у меня в голове отношение к себе, как, впрочем, и в этот раз. В нем вроде все и неплохо, но и чего-то хорошего о нем вспомнить или рассказать я не могу. Зайдя в один из храмов, была обнаружена столовая, в которой я познал божественное манговое вино. Как бы это странно ни звучало, зайти брюх набить вполне можно, но это очень кринжово, это просто ты жрешь и кекаешь над всяким. Спаси и сохрани, как говорится, эту забегаловку. Но налоговой я бы посоветовал сюда наведаться. Это было так странно и кринжово, что на всякий случай было решено пойти гулять по городу, дабы проветриться. Скажем так, то, что летом со мной происходило в Костроме, сейчас с нами происходит в Ярославле. Не знаю, сегодня праздник у них тут какой-то или нет, но, как вы видите, очень весело. В туристическом центре тут уже закат вовсю разгорается. Но мы что-то даже не знаем, откуда его тут можно было бы посмотреть, потому что на рубчике в такую погоду, да, тем более на трехэтажке лезть как-то совсем не улыбает. Да и как бы не тепло еще. Вот, поэтому посмотрим с земли. Но закатик, да, сегодня неплохой. Не пытайтесь понять, просто почувствуйте, как к вам ничего не доходит. Забрались в какой-то непонятный пандус, блядь, посреди бульвара. Какая-то пожарная каланча. Загнивающий уже закат, который, я думал, если честно, будет покруче. Ну и, собственно, и все. Ярославль по-прежнему какой-то унылый. Хотя, блядь, вот так погулять, посмотреть на архитектуру норм, но что-то вот, не знаю, у меня каких-то прям никаких ни эмоций, ни чувств не вызывает. Ярославль впереди цивилизации, здесь есть экскурсионные маршрутки. Ну или, видимо, вот как в Москве запускают алкогольные МЦД, например, да, вот здесь можно, наверное, вот так вот отдыхать. В зимнее время набережная Ярославля, так же, как и летом, представляет себе мало чего интересного. Но летом здесь хотя бы можно мощно отгнить вперемешку с собаками на набережной. Сейчас отгнивать будет достаточно проблематично. Но симпатично, с подсветкой, в принципе, все белое. Норм, я думаю, хуже будет. Но вот так вот выглядит уже вечерний Ярославль. С подсветкой тут, в принципе, вроде все ок, но мне кажется, что это еще какие-то остатки новогодних, возможно. Вот. Здание, в принципе, подсвечивается тоже симпатично, но вот эта вот музыка, играющая на всю площадь, это сразу так, типа, здрасте, мы из регионов. Не хотите хачапури? Слоняясь по городу весь вечер и встретив, хоть из земли, вполне православный закат, мы запустили стрим, во время которого накормили на, как я думал, невозможные 150 рублей одного из зрителей, собственно, этого канала и стримов в частности, чем мы закончили с этим городом. Все, нашлись. Так, ну пойдем в Магнит, пока не закрылся. Вот в такую хуевую погоду мы въезжаем наконец-таки в Камстрому. Снова, да, вот летом я здесь был, теперь и зимой побываю. Посмотрим, что из себя это селение представляет в такую всратость. Собственно, как-то вот так вот выглядит центр Костромы. А сюда мы приехали, дабы взять, точнее найти, а потом, я надеюсь, взять
сытного такого хорошего сырца, дабы закусь была. Вот уж где-где, а в Костроме уж точно не ожидаешь увидеть трабант. До этого приезда в Костроме я был только один раз, когда ушатанный возвращался из Солигалича. Тогда мне тут не особо понравилось, но скорее из-за собственного самочувствия, нежели чем от города. Что ночью, что днем, гуляли мы по Костроме без плана или каких-то хотелок, просто куда нравилось, туда и шли. Поэтому, если хотите увидеть ролик про свой город, например, и вам есть что показать, рассказать и так далее, то добро пожаловать в комментарии. Возможно, получится договориться и сгонять к вам. Воркутинцы, восстаньте против уборки снега! Дорогие друзья, мы нашли невероятная веншахта Костромского метро. Вы посмотрите это! Это круче, чем столы! Да что вы знаете об атмосфере? Анальный гусь-бургер. Отсканируй себе коричневое кольцо. Ну, а лучше задуши голод, а не змея. Гусяну, блядь! Гусяну! Капучино. Это утро могло бы быть добрым, если бы я выспался, а не сидел на толчке, испытывая новые ракеты Илона Маска. Да, у меня там такой космодром случился, что... В Костроме весна. Выползли с загниваемой квартиры. Ну, хата-то нормальная, я к тому, что подрыхли в хате. Выпизнулись на улицу. Тут уже солнце вовсю слепит. Сейчас оно хоть за тучку зашло, и я вообще вижу, что на экране происходит. Поэтому и снимаю. Вот. Сейчас быренько прогуляемся по Костроме. Здесь у нас все нежелаемое уже сделано. Кострома, естественно, тоже не отличается от всех остальных городов, кроме того, что здесь перевернутая жопа еще и переливается различными цветами. Если у вас когда-нибудь будут проблемы с самоопределением, там какой-то медведь сидит на жопе, так вот, вы можете, если что, побыть отелем. Можете заселить в себя дивизию узбеков, например, ну или там, не знаю, компанию алкашей в себе поселить, разместить. Хотя бы на одну ночь вы самоопределитесь. Ну, летом я, как ни странно, этого всего тут не застал, но тут есть вполне недурные архитектурные всякие штуки. Летом я что-то как-то увидел только в основном Сталинки. Вот так. Тут, в принципе, на архитектуре есть на что позалипать и на деревяшки, и на дореволюционную. Говорят, что в Костроме всякий приз моем. Вы много раз спросили, появится ли Сусанин когда-нибудь в моих видео. Вот единственная интеграция, не считая тех случайных попаданий, когда он в Киеве попадал в кадр. Но хоть так. Вы просили, я вам дал. Полностью согласен. Старик Хинкалыч возле пивотеки, а жизнь — это вино. Дорогая бала в Нижних Дебрях. Да. Топонимический юмор, который мы заслужили. А вот так могло было бы выглядеть визуализация нашего вот этого трипа. Ну а вот как-то вот так выглядит набережная Волги. Там два моста, автомобильный, железнодорожный. Ну и белое солнце пустыни, так сказать. С полной ответственностью Саня может заявить, что кофе в Костроме делать не умеют. Это ебаный кал. Если вдруг кто занимается извращением типа сплавляться на пароходах по Волгам всяким, вот имейте в виду, в Костроме вы будете швартоваться, скорее всего, здесь. Ну и тут вас сразу встретят бар, ресторан, сувениры, мужчина с лопатой. Представьте, что вы идете объебанным по одному из центральных бульваров Костромы. А во всем виноват он. Кто ж знал, что вы из Петербурга? Кострома оставила скорее положительное впечатление, но в зимнее время гулять тут будет не так хорошо, как летом. Все-таки приятнее по набережной пройтись в жаркий летний день, чем зимой, укутанным и продуваемым отовсюду ветрами, идти по льду и грязи. Возьми пивка во имя Отца, Сына и Святого Бухича. Аминь. Собственно, центральная площадь города Иваново, или, как говорят алды, Красный Манчестер. Город средних размеров, являющийся в начале прошлого века гнездом революции, за время своего существования успел обзавестись населением в 360 тысяч человек и до прихода к власти коммунистов был ничем не примечательным городком средней полосы Российской империи. Промышленность из себя представляла несколько различных мануфактур, связанных с производством тканей и текстиля. В
первые советские годы Иваново стал испытательным полигоном для архитекторов. Тут строили свои первые опытные здания архитекторы, пробовавшие новый стиль для нового общества – конструктивизм, одним из ярчайших примеров которого стал железнодорожный вокзал. Вот так он выглядел до 1929 года. А вот таким он стал сейчас, будучи вполне неплохо для РЖД отреставрированным. Именно он и стал первой точкой посещения для нас в этом городе. Тот момент, когда на вокзале ментов больше, чем пассажиров. Ну и, собственно, главная вот причина нашего приезда в Иваново — это не крокодил Догена, а Стволыгин-центр. Там мы посмотрим кино. Операция «Фортуна». Ладно, я готов. Ну, собственно, кинцо глянули, блять, Гай Ричи что-то как-то совсем на отъебись стал снимать, просто взял два последних его предыдущих фильма и объединил в один. Сокрытие теплотрассы по Ивановски. Выглядит, в принципе, недурно. О, это реально здесь можно под мостом заночевать, сверху теплотрасса проходит, в среднем будет ок. И колесо оборзения. Все, достопримечательности Иванова кончились. Интересный факт для любителей кладов. Иваново является одним из двух городов в России, расположенных по целочисленным координатам. Вторым является Ханты-Мансийск, в котором я пока еще не был. Что может быть прекраснее на свете, чем под солнышко проснуться возле теплопункта, застрявшей машине, которая не может выехать, и сразу же ее толкать. Доброе утро. После просмотра фильма и ночного гниения под мостом мы направились на вторую точку нашего маршрута – бывшая текстильная фабрика Зубковых, а позже имени Балашова. Основные здания были построены в конце 19 века, а окончательно ликвидировали фабрику в 2005 году. Вы, в принципе, и сами видите, какие позитивные пейзажи открываются сейчас изнутри. У меня от такого аж прорвало чуть ниже поясницы, и я не упустил возможности оставить свой отзыв о данном месте прямо там же. Также на фабрике были встречи местные школьники, жгущие костер внутри цеха. Ну а мы, выкарабкавшись с территории предприятия, прокатились по городу, осмотрев при дневном свете архитектурные изыски местного пошиба, и отправились дальше. На мой вкус здесь не оказалось ничего такого, за что я мог зацепиться и сказать, что да, вот ради этого сюда можно вернуться. Очень небольшой город, которому в следующем году исполняется юбилейная 1000 лет, на сегодняшний день имеет всего лишь чуть меньше 10 тысяч человек населения, но известность его в качестве заповедника старинной деревянной архитектуры идет намного дальше, чем от более крупных городов, за что он мне сильно понравился и был давно интересен. Вы меня спросите, а нахуя мы в Суздаль приехали? Можно было подумать, чтобы посмотреть древнерусскую культуру, вот эту всю архитектуру. Нет, на самом деле мы сюда приехали просто, чтобы мусор выбросить. А то у нас тут за все эти золотоколечные поездки накопилось немножко всякого. Надо от этого избавиться. Ну и, конечно же, как везде, есть я перевернутая жопа Суздаль. А так, в принципе, атмосфера очень даже хорошая. Что зимой рекомендую, летом не знаю. Ну и, как говорится, кто помнит, во-первых, не каждый город Иван, да и не каждый чай Иван. Но Иванов много, так же, как и Александров. В городе действительно занимаются туристической стороной развития. Сначала мы думали, что заедем в Суздаль попросту выкинуть мусор из машины, скопившийся за весь прошедший путь, и пройтись по главной улице. Но по итогу мы гуляли по городу весь оставшийся вечер. Я попробовал впервые открытую для себя суздальскую медовуху. Вполне, кстати, неплохо. Весь город был уставлен ею. Да, вот, кстати, если кто не знал, Uber из России ушел, но суздальцам вообще похую. Киргизский Uber, так сказать. Сразу из конюшни довез человека бешбармачную, и это уже коня съел. Удобно, экологично. Кто-нибудь ответьте мне в комментариях на этот вопрос. Вот так выглядит депо Конькова или ПТО Конячий. Намек на дальнейшее продолжение видео. В такие моменты задумываешься, зачем, а главное, нахуя, а потом вспоминаешь, что у тебя нет загранника. Я тут чуть не совершил ошибку, как в Петрозаводске, хотел обхуесосить все это дело, типа на деревянное здание все облепили своим KFC, вот эти, но надпись KFC стоит на отдельных кронштейнах, и сбоку логотипчик тоже на отдельном кронштейне висит. Так что, в принципе, если они это здание сами отремонтировали за свой счет, то достаточно неплохо и молодцы. По итогу все пришло к тому, что мы ездили по городу, устроив обозревательский стрим, и молились, увидев любую церковь или храм. А их, к слову, в Суздале 57.
И это не считая 14 уничтоженных в советское время. В городе даже просто катаясь на машине, можно очень долго залипать на все деревянные детали окружающих домов, особенно на центральной улице. Единственным негативным моментом было осознание цены на проход в главный собор в Кремле. За такие деньги можно на неделю Максима накормить, а не по соборам шляться. А так, могу вполне рекомендовать город к посещению, но гулять больше одного зимнего дня в нем будет негде, он достаточно компактный. Нам с Сашей город очень даже понравился, один из наиболее приятно удививших на всем кольце. Один из древнейших городов и один из крупнейших, находящихся на автодороге Золотое кольцо. Нами был намеренно пропущен, потому что... Да вы только посмотрите на новости оттуда, поэтому мы едем дальше. А вот так вот выглядит ЖД-вокзал города Гусь Хрустальный. Приехали мы в него, чтобы найти самые лучшие, самые хрустальные трусы на свете, чтобы они были свеженькие и не обоссанные после Иваново. Старейший центр стекольного ремесла России и столица Мещерского края, первое упоминание о котором датируется еще серединой 18 века, и статус города приобрел целых 2 раза. Сначала в 1919 году и еще раз в 1931 с вхождением окружающих деревень в подчинение вновь образованного города. В 2010-х здесь разворачивались совсем уж 90-е. Регулярные поджоги, грабежи и избиения представителей местного бизнеса от тех, кто их, видимо, хотел крышевать. А кафе «Лакомка» в Гусе – это прям такое хорошее напоминание о былых временах. Не тех, когда в городе правили ОПГ и прочее подобное, а цены. За 376 рублей можно на двоих, в принципе, нормально похавать, чтобы все остальное время убить не на поиски каких-то бывших церквей или еще чего-то, а хороших свеженьких трусов. Ну, я считаю, это успех. Гусь Хрустальный прекрасен даже в плане выбора музыки. Здесь везде играет прям вот что-то из 90-х, типа и нулевых. Юра Штунов. Это было хорошо. В том же году город лишился статуса исторического поселения. Закрылись большинство предприятий, в том числе те, в честь которых город получил свое название. Хрустальный завод, основанный одновременно с поселком. Сейчас работает только один цех с ручным изготовлением авторского хрусталя по индивидуальным заказам. Пацаны, голазать, залаз открыт, пацаны! А аптеки Владимирской области продолжают как бы радовать нас всех охуительным неймингом. Причем реально рандомно искали просто магазин с электронными доделками-переделками гейскими, а тут вот как бы Владимир впереди планеты всей, точнее Владимирская область, она даже олицетворяет вот весь наш трип. Тут, как говорили старейшины, лучше Золотое кольцо, чем дождик. Из достопримечательностей в городе интерес из себя представляет только Георгиевский собор, строившийся на деньги владельца завода Нечаева-Мальцова в течение 11 лет и введенный в эксплуатацию в 1904 году по проекту Бенуа. В советский период купол и колокольня были снесены, и с 1983 года там располагается музей хрусталя. Но с 2019 проводятся и службы. Название Гусь получил по одноименной реке, на которой и стоит, а приставка «хрустальный» появилась уже позже, по, так сказать, рабочему призванию. Помимо железной дороги, соединяющей Гусь с Владимиром и поселком Тума, в Гусе имелась и своя узкоколейная сеть железной дороги для вывоза торфа с местных болот на предприятия города в качестве топлива. На данный момент от былой сети осталось только 2 изолированных друг от друга участка, на которых в летнее время осуществляется редкое движение. Одна из линий доходила до городка Спас-Клепики, который у нас будет следующим для посещения. И одна, наверное, из самых несусветных надписей, это вот я, перевернутая жопа, Гусь Хрустальный. Вот. Возле такого даже, блядь, сфоткаться не зашквар, потому что это прекрасно. К сожалению, стекольный рынок из себя ничего интересного не представляет, поэтому мы погоним далее. Впереди на пути у нас Спас-Клопики. Спасайте клопов, пока они есть. Ну да, главная цель заезда в Гусь Хрустальный выполнена. Вы посмотрите, какая прелесть. Осенняя шапочка для души. Хуйте в уши, старый, блядь, покажи что-нибудь интересное.
Небольшой город с населением менее 5000 человек на севере Рязанской области ничем необычным не выделяется. Город располагается в центре национального парка Мещерский, в котором понравится разве что любителям лосей до болот. Мы же сюда приехали просто по пути, ну и конечно же, чтобы поискать годные носки, а то в Гусе нашлись только сверхсексуальные труханы. Ну, собственно, спас-клепики. Не знаю, здесь, по-моему, интересного нет ничего от слова совсем. И по городу, как такой показатель ебеневости населенного пункта, куча везде зеток, вебок и прочего вот этого хуеплетения. Вот. Приехали мы сюда, как бы, что, трусы взяли, надо и носков взять, а то не все же время в шерстяных ходить. Некогда работающая узкоколейка между Рязанью и Владимиром была тут разобрана в 99 году, и сейчас сюда приехать возможно только на машине или автобусе. Даже железнодорожный мост и вокзал сгорели. Какой-то запоминающейся исторической архитектуры в городе обнаружено не было. Река тоже достаточно неприглядная, хотя, наверное, как и все подобные реки в зимнее время. На этом, пожалуй, и закончим, ведь пока не стемнело, надо успеть доехать до Рязани по не самому лучшему качеству дороги и освещению на Золотом кольце. Немного не доезжая Рязани, было решено заехать и посмотреть, как спустя 2 года выглядит так называемая Рыбная деревня. Комплекс зданий в виде номеров и ресторана к северу от города, с закосом на Норвегию. В целом, как по мне, стало получше, чем летом 2021 года. Ну, так, по первым прикидкам, добавили всяких еще инсталляций арт-объектов, достроили мальца, обустроили. Ну и, собственно, вот тут всякие ресторанчики, номера вот эти вот отельные. В общем, стало получше. Рыбацкая деревня, 4 звезды. Закат, единственное, обидно, сегодня проебан. Начиналось вроде красиво, а закончилось не очень. Сделав несколько фоток, мы уже по темени заехали в Рязань, сняли на ночь квартиру, отдохнули и на следующий день отправились гулять по самому городу, ибо прежде я тут был только транзитом. Первой точкой посещения стал Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, или, проще говоря, Рязанский Кремль. Прогулявшись по территории и осмотрев все здания, но только снаружи, нас понесло в исторический центр города, где мы просто шатались по улице без какого-то подготовленного маршрута и в целом остались довольны прогулкой. Теперь у меня есть научное обоснование видосов с ходьбой по всяким кольцам, веткам метро и прочее. Правда, в Рязани это прям на серьезных щах толкают. А я-то думаю, что меня сегодня питерские на притон звали. Оказывается, это все было привязкой к этой петушарне. Вот это, блять, анальная пробка в этой жопе, блять. Под жопой я Рязань подразумеваю, если что. Да. В Рязани, в принципе, тоже осталось достаточно много деревянных домов вполне себе неплохого состояния и архитектуры, но в Рязани настолько разными домами ведь в городе все утыкано, то есть и деревянные какие-то хибары, и нормальные деревянные дома, и сталинки тоже, в принципе, неплохие встречаются. А потом хуяк посреди всего этого, либо, например, вот так вот. Кстати, Сань, тебе холодильник не нужен для стримов, например, вот. Или там 30-этажка, например, какая-нибудь. То есть, и поэтому воспринимается это все как-то, ну, не так. В Суздале, когда вокруг одни деревяшки и церкви, то это воспринимается, в принципе, охуенно. Рязань способна ответить на все вопросы. Теперь я, по крайней мере, знаю, что в моей жизни пошло не так. Примерно вот так вот и выглядит весь исторический центр, старый город Рязани. То есть все в одну кучу. Мы тут уже ходим, кекаем, типа, что в Рязани просто включили архитектурный блендер. А это вот всем киевлянам привет. Здесь когда-то проходила местная река Лыбедь. Ну и, скорее всего, она сейчас, наверное, в коллекторе, хотя хуй знает. Возможно, ее просто обрубили дамбой. Когда по пьяни словил белочку, бутылки летают. Но при этом они без дна. То есть, следственно, в этих бутылках не стоит искать смысл жизни на дне бутылки. Можно пойти поискать там дедушку. Ох, сейчас все школьники резко... У всех школьников резко шишечки воздымились. Тут можно сказать только лишь, ну, молодцы, чё. Так, видимо, выглядит Европа, которую мы заслужили.
сурово и беспощадно. Но, в принципе, для Рязани вполне неплохо. Даже удивительно. Вот если вот к этому пейзажу добавить еще побольше старины, вот будет, в принципе, Рязань в миниатюре. Всего понатыкали. Даже лондонский автобус. Рязань бывает разная. Розовая, кирпичная, деревянная и ужасная. К слову, вот так вот выглядит больница для осужденных в Рязани, да, посреди жилых кварталов. Прям, блядь, я аж мысленно на 501-ю вернулся, блядь. Алкоголь, женщины, наркотики, это все временно. Жириновский навсегда. В Рязани, как известно, всего по два. 2 ЖД вокзала, 2 автовокзала, 2 аэродрома и 2 порта, один из которых выглядит как-то так. Называется грузовой, но по факту просто, блядь, бетонные пристани и все. Народ тут дрифтит, посудин. Ну, вон там парочку каких-то видно. В общем-то и все. Больше нихуя интересного. Вы можете подумать, что в Рязань мы приехали, дабы возмолиться и, скажем так, прочувствовать дух священный. Но это все от лукавого. На самом деле приехали в Рязань, чтобы взять рязанского сахара. Так сказать, зачем еще сюда приезжать? Тула настолько прекрасный город, что приехать сюда и наблевать на центральной площади — это прекрасно. Собственно, следующий город у нас Калуга, но есть еще... Наверняка самые внимательные видят различия в одежде, в прическах и в нашем состоянии общем, так сказать. А это потому что, естественно, мы едем не за один раз все колечко по часовой стрелке, а так, набегами по-монгольски. И первая точка посещения в Калуге у нас шаурма по-братски, конечно же. Но мы не в Братске, мы в Калуге и взяли одну кавказскую. Короче, вот так вот выглядит кавказская шаурма по-братски в Калуге. Норм, но не сказал бы, что типа ради этого сюда стоит ехать. Вот так вот она выглядит со стороны. Не могу сказать, что прям заезжайте, поглощайте. Но и это не главная причина нашего заезда в Калугу. Потому что тут есть более экзотичное место для набивалого брюха. Как можно не зайти пожрать вот сюда, я не понимаю. Это ж просто прекрасно. Перед вашими глазами сытный, мощный, сочный Иван Бургер с твердым знаком, между прочим. Так что всем Иванам привет, особенно Ивангороду. Бургерные краснодарские парни, это когда заходишь в Толкан, сидишь, срешь, например, подув в спринг. Что, как тебе сочный, мощный Иван Бургер? Так, если он был раза в 3 менее. Так на нем же написано «Сочный Иван». Старая Калуга особо не пережила, видимо, Великую Отечественную, поэтому из исторички тут показывать абсолютно нечего. А город представляет из себя хаотично понастроенные новострои и какие-то советские останки. Поэтому, блядь, дворники поменять для этого города вполне достаточно. Мсье, как насчет коньяку или рома? Как говорится, нужно по-любому калужчанам выпить рому, чтобы, блядь, справляться со всем вот этим окружающим. И это еще самая приличная и приятно выглядящая часть Калуги. Мы в Калуге смотрим пьяные аниме. Почти 10 часов вечера, Калуга умерла. Просто абсолютная тишина. Вот только-только сейчас вон там откуда-то выезжает легковушка. Все, больше ничего. Ни людей, ни машин. Только каменный мост и наши тени. Ладно, пацаны, сорян, шубаканул. Историчка в Калуге есть, но ее так мало, и она такая иногда очень странная, что
Можно считать, что ее тут нет. Советского тут все-таки больше. Сейчас моя петербургская доля в восторге от Калуги. Вы просто посмотрите. Объебываешься и залипаешь. Это даже лучше, чем экран на Рижской. Калуга невероятная. Просто вот одна комната. Казалось бы, что тут может быть не так? Розетки, блядь. Иногда их очень не хватает. Но здесь их, считаем, 2. Условно говоря, почти 20 розеток на одну комнату и санузел. Колыбель космонавтики, или проще говоря, Калуга, средний по меркам Золотого кольца город, является родиной Циолковского, теоретика космонавтики и выдающегося изобретателя. На основе этого в городе действует, наверное, лучшая достопримечательность – Музей истории космонавтики, в который мы, конечно же, наведались, но из-за угнетающего количества организованных пиздюков прошлись только снаружи, не заходя во внутренние помещения музея. В каком-то смысле Калуга-то может и космическая, но здесь явно отметились еще и, как назвать, жители городка Луга Ленинградской области, потому что либо они так выделили слово Кал, либо свой город Луга. Я сказал, стартуем. Короче, маршрутка Калуга-Марс отправляется в 14 часов 88 минут. Ожидающих просьба пройти сугроб. Сам город сохранил достаточно исторических артефактов и зданий, и сейчас они во вполне неплохом состоянии. Да, кстати, с общественным транспортом тут как в Воронеже. Он, кажется, обновленный, но по факту пазики с газовыми баллонами. Не транспорт, а просто бомба. А сейчас нашим глазам предстает дореволюционный КБ, самый исторический КБ в мире. Прошу любить и жаловать, и добро пожаловать. Было интересно погулять даже зимним вечером. Отреставрированные храмы, подсвеченные скверы и дома создали очень даже приятное впечатление. Поэтому я, ничего от Калуги не ожидающий, остался вполне довольным этим городом. Примерно вот такие эмоции вызывает Калуга. Спасибо ей за гостеприимство. Вот. Если что, не серчайте, мы просто либо трезвые, либо пьяные долбоебы, поэтому пока-пока, Калуга, а? А ну слезь, упадешь! Так как Калуга нас послала в одно известное направление, мы не смогли придумать ничего лучше, чем вон хуй, так сказать, и поехать в него. Ну или, как говорят старообрядцы, Юхнов, дабы приличнее звучало. Как вы уже поняли, исторически сложилось так, что чем более западнее берешь от Москвы, тем меньше там остается интересного, так как постоянные войны и разрушения делают, к сожалению, свое дело. Вот и Юхнов остался для нас таким же. И тут я просто охуел. Вот, оказывается, ради чего мы в Юхнов заехали. Сначала мы думали, что нас просто сюда послали, потом мы думали, чтобы ей расческу купить. Но расческу в итоге нашли. А в итоге оказалось, что мы за лаком. Заехав в город попросту в магаз и найдя идеальный лак для идеальных укладок и увидев буквально пару-тройку каких-то старых домов, мы двинули дальше, так как местные дороги растягивают путь в очень долгую перспективу. Город воинской славы с населением чуть больше 50 тысяч, расположенный в 200 километрах от Москвы на старой Смоленской дороге, что в древней истории города играло важнейшую роль, ведь город представлял из себя торговый пункт. Мы же знаем о нем из-за двух войн. Отечественной 1812 года, когда Вязьму сожгли жители, уходящие от армии Наполеона, и Великой Отечественной, когда в ходе операции «Тайфун» осенью 41-го войска Третьего Рейха окружили около 600 тысяч советских воинов. А освобожден город был только весной 43-го силами 5-й и 33-й армии в рамках Ржевско-Вяземской наступательной операции. В результате этих боев от исторического города ничего не осталось. Каменные и кирпичные здания были взорваны, а деревянные сожжены. Во время оккупации в городе существовало два лагеря – Дулак номер 184 и Дулак номер 230. Оба лагеря работали как пересыльные, но во внушительных количествах люди погибали и не дождавшись пересылки на рабские работы в сам Третий Рейх. Короче, главный ЖД вокзал города Вязьма — это просто постное, унылое нихуя. Никакой ни подсветки, ничего, да и вокзал, в принципе, стандартный, как ничем особо не выделяющийся. Единственное, что тут прикольно, куча снега, на которых можно кататься. Не знаю зачем и почему, но мы приехали в Вязьму, чтобы зайти в белорусский магазин и поискать тут драночков, которые уже остыли, наверное.
Вот они были найдены, так что можно отсюда съебывать. Короче, господи, храни Беларусь и этот магазин в Вязьме. Внезапно нашел там еще и для себя, оказывается, вишневый вечер в Брюгге белорусский, вот который охуительно мне заходил. Так что сегодня будет смачно. Ну, было же вкусное вишневое Лидское. Было отдельный вкусный вечер в Брюгге. Они это совместили, и получилась хуйня. Первый город по течению Волги, вмещающий в себя также 50 тысяч, как и Вязьма, известен нам также по Великой Отечественной. Заехали мы сюда, когда идея снять ролик про города Золотого кольца еще не была сформирована, а просто хотелось посмотреть на мемориал советскому солдату около трассы М9 Балтия. Как и в досоветские времена, Ржеву отводилась роль крепости, защищавшей Москву от вторжения из Европы. Во время Второй мировой же город был оккупирован 9-й армией вермахта. Население сократилось с 56 тысяч человек до войны до 20 тысяч во время оккупации и до 150 человек после освобождения города советскими войсками. Как и в Вязьме, исторических зданий практически не осталось, что хорошо заметно, гуляя по городу. Из более 5000 домов уцелели лишь 297. Мы же прошлись по главной улице города, свернули на благоустроенную набережную, и так как тогда плана посещения золотоколечных городов еще не было, мы поехали не в Старицу, а заехали, считайте, что бонусом, в Ярополец. На вполне логичный вопрос «зачем?», а главное «нахуя?», ну, можно включить, конечно, душнилу и сказать, что тут ведь древнейшее городище, которые еще до нашей эры и бла-бла-бла. Под снегом-то это очень интересно, красивые сугробы, так сказать. А по факту, тут две сильно мажорных даже для тех лет усадьбы, Гончаровых и Чернышовых, особенно для такого села, как Ярополец. Но и даже не это оказалось самым интересным тут. Необычное тут первое в России, внимание, сельская ГЭС. А история ее такова. Сразу после революции 17 года собирались ставить спектакль. Освещение в те времена было, скажем так, скорее исключением. Очень смекалистые и предприимчивые крестьяне поставили динамо-машину. Это не баба-бревно или робот-фанат футбола, а приблуда для преобразования механической энергии в ток. Так вот, ее воткнули на мельницу на местной речке. Хватило аж на целых 4 лампы. Всем понравилось и захотелось осветить все село. Но, как говорится, просто денег нет. Оказалось, что неподалеку выступает Ленин с Крупской. Решили пригласить их поглазеть на достижения коммунизма. Ленин оценил и высказал: «Мы только говорим о электрификации всей страны, а вы ее делаете». Выделил им денег, построили дамбу, поставили генератор, запустили станцию. Видимо, после этого по всей стране и стали появляться мини-гидроэлектростанции. К сожалению, оригинальную станцию разрушили во время войны, но она была восстановлена к 60-му году, а в 80-х превращена в музей. Место очень милое и уютное. Летом тут однозначно рекомендуется посидеть с пивком и куртизантками, а может даже и позалипать на усадьбы, если они к тому времени уже будут отреставрированы. Знак как бы оповещает, что Тверская область началась, но мы это поняли метров за 100 раньше, потому что, дороги немножко изменились. Не то чтобы мы скучали, но и знаки тут тоже хорошие, блядь. По отличнейшим дорогам Тверской области мы очень долго и ослепительно пробирались по всем признакам транзитный город Старица, о котором я бы никогда и не узнал, если бы не начал снимать это видео, так как транзитный он как раз таки по трассе Золотое кольцо, а трафик на ней не сказать, что большой между Тверью и Ржевом. Санек, вот смотри, если будешь долго сидеть дома, растолстеешь так, что тебя вот этой штукой возить придется. И почему-то тебя во множественном числе называть будут. Миниатюрный город на берегу Волги, где из достопримечательностей, пожалуй, будет только автомобильный мост, и где мы пытались найти непонятный самолет в реке, который случайно увидели на спутниковом снимке, в реале его, к сожалению, не оказалось. Поэтому... В Старицу мы заехали по старообрядскому обычаю, дабы новую прическу сделать, обновить, так сказать. Но, сука, здесь ни одной парикмахерской, оказывается, нет. А в Яндексе я поверил, что они тут есть. Поэтому я просто повалялся в грязи. Как вам новая прическа по Старице? Ну и посмотрев закат, поужинав в охуенно оформленной столовке с плохим меню и персоналом, мы не стали задерживаться в этом несуразном городке. И сразу на ночь глядя погнали в Тверь. Господи, за что вы так со стариками?
Вот с таким прекрасным видом железной дороги из Твери в Васильевский Мох мы просто тут отсыпались на, пожалуй, самой лучшей хате за весь трип. И первым делом двинули в кварталы с необычно оформленными панельками, где оставили сюрприз для вас, зрителей этого видео. Я надеюсь, которые вы уже давно подписаны на телеграм-канал, чтобы не пропустить ничего, на Бусти и Patreon, чтобы смотреть полные версии видео без цензуры, с фотографиями и нормальной музыкой, ну и чтобы поддерживать выход будущих видео. Назовем это так, мы в квартале алкашей, вот если вы внимательнее посмотрите, вот такие стеклышки, всякие разные узорчики, хуерчики есть в каждой из этих 5 этажек. И мы ехали не просто так, мы вот этот весь круг хуячили и ржанили для того, чтобы сделать заключительный, скажем так, жест всего этого трипа, оставить закладку. Вот такой интересный пакет с не менее интересным содержимым может ожидать вас вот в этих, собственно, сратых закладных дворах города Твери, на его, точнее, окраине даже. Пойдем. Вот в этой вот синенькой покрышечке во дворах по вот этим вот координатам. Спойлеры, которые мы заслужили. Так как я уже был в Твери и выпускал видос об этом, а Саша тут оказалась впервые, двинули мы посмотреть на двор Пролетарки и Морозовские казармы. Тверь летом-то не особо была жизнерадостна, а сейчас вообще просто кладезь тлена, уныния. Ну, короче, то, что надо, чтобы завершить этот золотоколечный трип. Собственно, да, в такую погоду здесь еще более тленно, хотя, казалось бы, куда. Михалыч, можно 2 бигтейсти с собой? Бля, он сейчас нам с камнем ёбнет. Вот почему, блядь, в такие моменты стримы не проводятся? Wake up, bro. Собственно, и снова Морозовские казармы. Кто вот помнит мой летний видос из Твери, то вот здесь все уже восстановили. Свежие окошки, там вон свежая кирпичная кладка. Ну а мы пойдем сходим, посмотрим, как у них там внутри. На лестнице наверняка все так же. Ну, поглядим. Я хоть тут и был, Саня тут не была, вот посмотрит. Морозовские казармы, или как их еще называют, двор Пролетарки, это небольшой микрорайон жилых домов для работников Тверской мануфактуры, построенных здесь же в 1958 году. Комплекс зданий является яркой архитектурной изюминкой не только самой Твери, но и всех окружающих городов. Также Морозовский городок стал одной из первых попыток строительства жилого микрорайона в Российской империи, так как до этого строительство велось преимущественно отдельными домами. Архитектурно фасады оформлены в переходном стиле от неоготики, модной тогда в Европе, к модерну. Всего весь комплекс включал в себя чуть более 50 зданий, из которых не все были жилыми. У этого городка были свои магазины, театр, полицейское отделение и библиотека. Ну а самое примечательное из всех них является так называемая казарма Париж, который был интересен как снаружи, так и внутри, но лишь до реставрации, которую начали после частичного обрушения здания. Вы только посмотрите на эту бескусицу, они лестницу тоже отремонтировали, как стало здесь. Фу. Ну, понятно, местным стало, конечно, лучше, но приезжать сюда пофоткать теперь не хочется. Россия, которую мы потеряли. Где тот Шанхай? Рок-н-ролльная диета – это есть все самое вредное и сомнительно вкусное. Иногда приводит к незапланированным и стремительным поискам туалета, а после появляются коричневые истории для рассказов у костра. Так произошло и в Твери, так что извините, пожалуйста, уборщики туалета в Морозовском бизнес-центре. Я пытался убрать за собой как следует, но количество бумаги и незапирающаяся дверь сделали свое коварное дело. Так сказать, всем юным подписчикам привет. Короче, да, вот такая вот у нас ночная Тверь получилась. Погода очень сумрачная, питерская. Ну, тебе как Тверь? Она еще не знает, о чем говорить. А, ну это да. Жопу разминать иногда надо. Вот. Здравствуйте, а можно такси, пожалуйста, на Святого Благоверного князя Михаила Тверского, площадь 4.
Аминь. Что может быть лучше, чем в 5 утра под Лепса заехать еще в Чикенхаус? Единственная причина, по которой я должен был заехать в Тверь, потому что так и не пробовал до сего момента эту сеть. Но сейчас оценим. Надеюсь, не случится тула. Ночная прогулка по городу у нас сопровождалась стримом, закончив который, мы двинули по самому дикому участку кольца до Калязина, чтобы полностью замкнуть маршрут. Участок трассы от Твери до Калязина, вот этот заключительный, это просто то, что надо под конец. Вот, все киноштампы фильмов ужасов здесь собраны, блять, мрачная погода, непонятные люди, хуевая погода, отсутствие сети. Посмотрим, чем это все закончится. Чем? Дорога еще хуевая. А, да, и дорога разъебана. Но разъебана она везде местами. Ну, типа на всем кольце. Полузаброшенные деревни и утренний туман с прохладой на улице задавали очень своеобразную атмосферу ебеней, которая привела нас в городок Кашин, который оказался вполне неплох по моим ожиданиям, но и заезжать в него целенаправленно я бы не рекомендовал, так как он слишком мал и не отличается какой-то насыщенностью, как та же Суздаль, например. Но зато тут есть The Gold Lenin. Ну и прежде чем полностью замкнуть наше кольцо, мы заехали еще в Кашин, дабы зайти в Каша-таун и взбодриться кофеечком, чтобы бодро замкнуть наше колечко в Калязине. Слишком странное расположение для кофейни, конечно, но, видимо, в рамках Кашина это норм. Да и со слов Саши, кофе оказался вполне годным, и внутри оформлена кофейня достойно, даже в такое раннее время там были посетители. Ксюх, а ты давно бизнес завела? А то я не в курсе даже. Каши у Ксюши. Ох уж эти беспощадные ярославские авиакомпании. Казалось бы, вот мы в Кашине. Причем тут Чернобыль? Если вдруг вы захотите в Кашине полазить по крышам, то вам предстоит пройти длинный и тернистый путь. Это даже для Выборга какой-то ноншлах. Удивительное дело, тут даже часики ходят. Ну, естественно, в Кашин мы заехали тоже не просто так, дабы взять ванильного чапана. Блять, в Москве нет, нигде нет. В Кашине, пожалуйста, город для людей. Ну и так как у кого-то вчера был день рождения, от ходоса до сих пор не отпускают. Кашинская простокваша. Нет, минералка. Ваша жизнь вряд ли станет лучше, но чуть-чуть полегче точно должно стать. Потому что Тверь как бы очень отягощает. А дабы уж совсем уничтожить подвеску машины, мы снова вернулись на Калязинские дороги, добравшись с болью в жопе по ним, собственно, в сам Калязин, чем и закончили наш путь. Собственно, в самом Калязине наконец-то закончили реставрацию колокольни, ради которой сюда все и едут. А на этом и заканчивается наше видео. Ну и так как все делишки сделаны, все местечки посещены, надо помыть машинку после всех этих коричневых заключений. А тебя я поздравляю с тем, что мы наконец-то закруглились, так что давай граблю. Все, миссион комплит. Ничего на этом свете нет важнее доброты. Ну и вот на таком прекрасном моменте закончился наш трип, наконец-таки. Если вам совсем нечего зимой делать, можете тоже закруглить такое колечко. Не обязательно из Калязина в Калязин, потому что, как видите, у нас уже тут зима закончилась, а мы только кончили. Такое вот получилось видео. Спасибо вам большое за поддержку, за просмотр. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы не пропускать наши краеведческие обозревательские стримы, чтобы не пропускать новые видосы. Подписывайтесь на Бусти и Patreon. И приятного вам аппетита. Любителя